Всем добрый день! Вы на канале Шитье Мое, а мы продолжаем наш проект «Упрощенный жакет с нуля». Это пятая часть нашего проекта, и в этой части мы с вами поговорим о горловине, о выточках и о дополнительных прибавках к нашему жакету. Итак, давайте приступим. Ну и начнем мы, конечно же, с выточек, как я и обещала. Хотя можно, в принципе, начать с дополнительной прибавки. Я, наверное, все-таки с нее начну. Значит, смотрите, у меня... Я не буду сейчас рассказывать, какие темы мы обсуждали в предыдущих 4 видео. Это можно, в принципе, посмотреть, да, каждую тему посмотреть. Но при первом построении я заложила на свободу 8 сантиметров к общему обхвату. Сегодня я хочу сделать небольшую прибавку. То есть, если я в общем хочу, допустим, не 8, а 10 сантиметров добавить, плюс-минус 2 сантиметра, можно чуть больше, можно чуть меньше, это уже на ваше усмотрение. Значит, если я хочу добавить 2 сантиметра, я должна разделить это число на 4, потому что у нас 4 боковых среза, и отложить то есть добавить вот сюда по контуру бокового среза. Я добавляю по 0,5, потому что я хочу сделать прибавку, дополнительно прибавку 2 сантиметра. 2 сантиметра делю на 4, у меня получается 0,5. Я забыла сказать, что контур у меня уже, да, подготовлен. Этот контур, на котором мы остановились в предыдущем видео. То есть вот я его просто откопировала. Единственное, что контур прорисовала пунктирными линиями, потому что и красным цветом, потому что мы должны видеть изменения. Я буду сейчас рисовать дополнение черным фломастером, действительно, чтобы все отличалось. Итак, я добавила к полочке, добавляю к спинке те же 0,5 сантиметров к срезу боковому. Кстати, смотрите, если мы с вами добавляем больше 8 сантиметров к нашим обхватам, то вот эту выточку по центру спины мы можем не задействовать. То есть мы ее можем оставить... То есть центр спины мы можем оставить прямой. Это уже на ваше усмотрение. Итак, я добавила по 0,5 к каждому боковому срезу, прорисовала сплошной черной линией. Что хочу еще сказать. У меня есть линеечки. Так, вот так будет не видно, поэтому покажу вот так. У меня есть линеечки. Видеообзор по этим линеечкам есть в телеграм-канале «Швейная продленка». Ссылочку оставлю в описании. Пожалуйста, переходите и смотрите. Значит, есть в этом наборе вот такая капля. Это пройма. Я так понимаю, что это пройма. Смотрите, там, где линия такая более плавная, это спинка. Там, где она вот такая вот более вогнутая, это полочка. Значит, у меня полочка вот эта, значит, я проверяю. Капелькой, то есть уголочком капельки я прикладываю кверху и проверяю, правильно ли я прорисовала свою глубину проймы. Смотрите, у меня получается буквально вот здесь вот пару миллиметров я не дотянула. То есть если... Ну, это, в принципе, не будет считаться ошибкой, но можно себя вот так проверить. Что касается полочки, также уголочком я прикладываю вот так вот к крайней точке плеча и вот сюда довожу, да. И у меня получается, что вот в этом месте я не дотянула также примерно, ну, 2-3 миллиметра. Но... Я сейчас эту линию прорисовывать не буду. Почему? Потому что если я сюда добавляю, то я и сюда хочу добавить. То есть по ширине плеча у меня не будет 100% мои 13 сантиметров плечо, да, а я хочу чуть-чуть на 1 сантиметр или даже на пол сантиметра добавить вот сюда линию. Значит, я прорисовываю линию сплошной, линию скоса плеча. И чуть-чуть добавляю вот сюда. Я добавляю буквально, ну, 0,5, 0,7, 1 сантиметр. Дальше, смотрите, уже ориентируясь по линии, которую я сейчас прорисовала карандашом, не знаю, видно вам или нет, я добавляю вот так до закругления. Можно, в принципе, проверить уже вот так. Ну, почти идеально.
Значит, смотрите, сюда я ставлю каплю, а здесь у меня должна линеечка совпадать вот с этой боковой новой линией. Вот я сейчас вот так вот и прорисовываю свою пройму по полочке. Кстати, очень удобная вещь. Единственное, что я думаю, что я ее замызгаю, запачкаю. Значит, то же самое сюда. Я прибавляю столько же, сколько прибавила здесь. Можно взять сантиметровую ленту и промерить от начала до конца линию скоса плеча. Значит, здесь я ставлю капельку. И вот сюда к краю я ставлю капельку. Да, то есть у меня, смотрите, начало и конец вот здесь вот совпадают. И я просто прорисовываю, чтобы вам было видно, прорисовываю пройму по спинке с дополнительной свободой. Лишняя свобода, она не помешает. Если, допустим, я сметаю детали и мне захочется что-то здесь убрать, то вполне можно будет убрать. Ну вот я сейчас, у меня в мыслях сейчас более такой свободный жакетик. Хочу и все. Значит, прибавку мы с вами сделали, и теперь давайте перейдем к выточкам. Я сейчас немножко другие очки возьму, то есть эти у меня слишком сильные. Я прошу прощения, одни очки для чтения, другие для работы. Те, кто носит очки, меня поймут. Теперь мы с вами приступаем к выточкам. Смотрите, нам необходимо взять наш обхват груди и обхват талии и найти разницу. Другими словами, от обхвата груди отнимаем обхват талии, находим разницу и... Смотрите, мне хочется, то есть не то, что мне хочется, мы, конечно, можем с вами сделать вот 100% приталивание вот от этой разницы, да, но если учитывать, допустим, что это будет приближенный к классическому жакет, то приталивание 100% обычно там не делают, даже не то, что обычно, а вообще не делают при таком крое. Поэтому от получившейся разницы мы с вами отнимаем 2,6 сантиметров. Тоже зависит от вашего желания. Ну, я возьму среднее число, это 4. У меня разница между обхватом груди и обхватом талии 22 сантиметра. Я отнимаю 4, у меня получается 18, да? Смотрите, у меня получается половина моего жакета. Вот эта вот полочка и спинка, это половина. Не целый жакет, а половина. Итак, я записываю 22 минус 4. То есть я решила, что 4 сантиметра у меня еще добавится к свободе. Получаю 18. Значит, 18 делим на 2. Я уже сказала, потому что у нас половинка. И получаем 9. Теперь от этих 9 сантиметров мы с вами отнимаем то, что уже приталили. Значит, я по боковой линии полочки и по боковой линии спинки убирала по 2 сантиметра. Не забывайте, что у вас это свое число, да, мы с вами об этом проговаривали, когда строили вот это вот приталивание. Значит, по центру спины я уже не помню, убирала я 2 или оставила 1,5. Да, у меня по центру спины тоже 2. В итоге у меня всего наполовину уже приталено 6 сантиметров. Значит, от 9 я убираю 6 сантиметров. У меня получается 3 минус 6 равно 3. Значит, теперь 3 сантиметра мы должны разделить на полочку и спинку. Вообще по стандарту 30% от этой разницы идет на полочку и 70% на спинку. Но это тоже зависит от фигуры. Если есть изгиб, то на спинку от 60 до 80 сантиметров. Если есть нужда, да, скажем так, вот сюда по полочке делать выточку на полочке, ну вот так опять же боком смотрим, если есть нужда. Бывает, что и нет ее, да, там, допустим, если есть животик и грудь, ну, в общем, нужно тут как-то сообразить самой, да. Можно, в принципе, построить выточку, мы же ее вырезать не будем, и при построении макета, при пошиве макета мы это все увидим. Добавить по спинке или, наоборот, припустить по спинке, добавить по полочке и так далее, и так далее. Может быть, брать больше по центру спины или по бокам, то есть это все можно будет сделать, решить на примерке. Итак, у меня 3 сантиметра осталось. И эти 3 сантиметра я делю 30% на полочку и 70% на спинку. Значит, 30% от 3 сантиметров получается 0,9. Но я округлю до 1 сантиметра. Значит, полочка 1 сантиметр и 70% на спинку. Получается 2,1. И я опять же округлю, получаю 2. Что это значит?
Значит, 1 сантиметр у меня будет выточка на полочке и 2 сантиметра на спинке. Выточки, кстати, я делаю только для того, чтобы показать рельефы. Обычно, если это не рельефы, я, в принципе, не делаю выточки по полочке. Очень редко делаю выточки на полочке. Если оно прям, изделие прям полностью по фигуре, то да, я оставляю выточки по полочке. Итак, теперь мы с вами находим место расположения наших выточек. Давайте начнем со спинки. Значит, я делю спинку, то есть, смотрите, по линии груди, да, я беру спинку и делю ровно пополам. То есть ширину спины от центра спины до, можно сказать, подмышечной впадины я делю ровно пополам. Вот он у меня центр. Так, ну у меня тут получается примерно, так сколько? Примерно 13 сантиметров. Я делаю отметочку по линии талии, чтобы у меня линия центральная выточки, центр выточки прошел ровненько. И я вот так вот пунктиром. Теперь от линии талии вниз я не буду здесь ничего высчитывать, это не базовая выкройка, я просто выточку доведу до линии бедер. Опять же, при пошиве макета мы это можем исправить. Эту часть мы не вырезаем, поэтому здесь вполне можно исправить. Тут зависит от того, какие у вас бедра. Возможно, вот эта линия, то есть вот эта нижняя граница выточки вам будет достаточно. Что касается верхней части выточки, по стандарту вот эта часть, вот это расстояние 22-24 сантиметра. Но это при нормальной фигуре, да, при нормальной длине спинки. Но еще, да, зависит от роста. То есть 22 сантиметра низкий рост, 24 сантиметра высокий рост, ну и 23 сантиметра средний рост. Но это для тех, опять же, повторюсь, у кого нормальная длина спины. У меня длина спины от высшей точки плеча до линии талии 37 сантиметров. Поэтому, ну, у меня 100% ненормальная длина спины, потому что нормальная от 7-го шейного позвонка до линии талии по моему росту 40 сантиметров. То есть это у меня талия должна быть где-то, вот у меня талия, а по факту должна быть, то есть не по факту, а по стандарту, вот здесь она у меня должна быть. То есть здесь у меня уже идут бедра, простите, вот такая вот я не культяпая. Значит, для моего роста, вообще как определиться, да, какая высота вот этой выточки, чтобы не забирать ширину спины, чтобы не забирать вот эту нашу свободу. Вот оно у нас есть закругление, и примерно до закругления, где заканчивается наше закругление проймы по спинке, примерно вот здесь у нас и будет линия нашей выточки. Вот оно, мое закругление, да? Примерно вот здесь. Что у меня получается? 20 сантиметров ровно. Это при том, что у меня спинка достаточно короткая. То есть, если измерять от 7-го шейного позвонка, то у меня получается 34,5 вместо 40. Итак, с выточкой по спинке определились. Чтобы нам найти расположение выточки по полочке, нам сначала нужно сдвинуть центр груди. Вот он у меня центр груди. И я сдвигаю в боковую часть, в сторону бока, на 3 сантиметра. Но здесь тоже, опять же, зависит от размера. 2-2,5-3 сантиметра этого будет достаточно. Вот он у меня новый центр груди. Кстати, я прорисую сразу стороны выточек. Стараюсь не терять свой раствор. То есть не делаю меньше, не делаю больше. Теперь нам нужно проверить наш раствор выточки. Но не забывайте, что когда мы с вами добавляем на свободу, раствор выточки становится больше. Правильно? То есть, смотрите, у меня был раствор выточки 6,3, 6,25, вот так. Но когда мы с вами сдвинули линию, то есть добавили мы с вами на свободу, черная линия, да, у меня, она расширила выточку, то есть края. Чем дальше мы пойдем сюда, тем больше будет выточка. Поэтому выточка у меня уже 6,5, ну 6,6, где-то так. И это нормально, и мы оставляем эту выточку. Потому что мало того, что у нас
идет свобода, то есть здесь, возможно, надо будет еще по 0,5 с каждой стороны убирать. Ну, как бы это тоже уже зависит от ткани и зависит от вашего желания. То есть, как вы будете в нем, в изделии себя чувствовать, комфортно, некомфортно. Для этого как раз и нужно строить макет, да, то есть мы с вами будем шить макет и будем смотреть все нюансы. Где-то что-то добавить, где-то что-то убрать. Теперь мы нашли с вами новый центр выточки. Вот он, я его вот так выделю крестиком. И уже это у нас будет центр груди. Мы измеряем. Ну, я уже, может быть, не помню. По-моему, у меня было 10. Да, плюс 3, 13. Значит, от центра, центр полочки. От центра полочки по линии талии отмеряю 13. Кстати, 13 у меня и на спинке, и на полочке 13. И провожу от высшей точки груди через линию талии, опять же до линии бедер. Это у меня центр выточки. Что касается выточки по переду, я ее также буду доводить, низ выточки буду доводить до линии бедер. Что касается верха, здесь вы уже смотрите по своей фигуре. Если у вас грудь большая и она низко расположена, то вам не нужно слишком высоко ее тянуть. То есть, ну, буквально хватит от линии талии 2-3 сантиметра. Если у вас грудь небольшая, либо средняя, то есть вы уже смотрите на это, да. Если грудь небольшая, то можно от высшей точки груди вниз отложить 2-3 сантиметра. Это будет нормально. И, кстати, еще если грудь небольшая, то можно центр выточки по переду оставить как раз на уровне выше точки груди. То есть, вот мы убирали с вами 3 сантиметра, мы ее здесь, допустим, и оставим. Ой, совсем не пишут у меня маркеры, надо новые покупать. Все закончилось. Вот так, да? То есть, если у вас грудь большая или средняя, вы ее переносите вот сюда. Если у вас грудь небольшая, то вы оставляете эту выточку на месте. То есть, по центру как раз груди. Я для себя все-таки переношу, и теперь мы с вами вспоминаем. На переднюю половинку у меня 1 сантиметр, на спинку 2 сантиметра. 1 сантиметр я делю пополам, потому что у меня 2 стороны выточки. От центра в каждую сторону, господи, заболталась уже, я откладываю по 0,5 и прорисовываю границы выточки или стороны выточки, неважно. Я прорисовываю выточку до конца. Когда я уже буду строить макет или когда я уже буду шить, тут я отложу. Значит, здесь можно еще отложить примерно 1 сантиметр, да, начало выточки будет вот здесь. И сюда, допустим, для моей груди, я думаю, ну, сантиметров 5-6, ну, или примерно вот по центру, да, 6,5. Вот здесь у меня будет начинаться выточка. Но это опять же, я почему сейчас это точно не говорю, все точные цифры, потому что у нас у каждого своя грудь, у каждого свои данные, да, у каждого своя фигура, и это мы будем уже сами смотреть при примерке макета. То есть мы будем надевать на себя макет, который у нас уже будет сметаны все выточки, и вносить корректировки именно вот в эту часть. Теперь, что касается спинки, у меня 2 сантиметра на выточку, значит, с каждой стороны по 1 сантиметру я откладываю. У меня есть вершина верхняя, я ее определила, вот она. Я прорисовываю стороны выточки, границы ее. И вниз я веду, я уже сказала, до самой линии бедер. И уже при примерке макета, я уже 1000 раз повторяюсь, мы будем это корректировать если будет нужно. Что касается, то есть с выточками мы с вами закончили, все, выточки у нас остаются. Я вот эту выточку все-таки, наверное, оставлю. Я уже для себя решила, ну и согласно нашего опроса в телеграм-канале, все-таки выигрывает модель второй вариант нашего построения, это который у нас будет слегка приталенный по спинке и по боку, без выточек, с нагрудной выточкой. Вот эта модель, и я думаю, что я все-таки ее буду шить. Но для того, чтобы выполнить обещания свои, я, конечно же, доведу дело до конца. Я покажу, что и как. Дальше я хочу в этой модели немного изменить горловину.
Что я хочу? Ну, во-первых, определяемся сначала с линией, то есть с точкой, где у нас будет первая пуговица. От линии талии вверх я откладываю 5 сантиметров. И вот здесь у меня будет располагаться первая пуговица. Вот она. Теперь от этой точки нам нужно найти линию перегиба лацкана. То есть, смотрите, я прикладываю линеечку или сантиметровую ленту к скосу плеча и вот сюда добавляю 2 сантиметра. Вот сюда 2 сантиметра. Теперь от первой пуговицы до этих 2 сантиметров я провожу линию. Вот синяя линия, это будет линия перегиба лацкана. То есть вот она будет, вот так. И теперь смотрите, насколько у меня будет достаточно большой лацкан. Я хочу его немного уменьшить. И к тому же я хочу еще немного линию горловины поднять выше. Я уже говорила, по-моему, в предыдущем видео. Значит, я его поднимаю, эту линию, то есть поднимаю на, ну, примерно на 5-6 сантиметров. Вот так, да, я ее, ну, на 5 сантиметров. Я поднимаю вверх, прорисовываю новую линию. И вот эта линия, вот эта точка и вот здесь, да, вот эта линия у меня остается неизменной. Я ее соединяю, и у меня получается вот такая горловина. Черным, да, я отметила. Теперь, что касается самого лацкана. Вот она у меня линия центра полочки, да, продолжается, центр полочки. От центра полочки, ну, я примерно отложу, наверное, сантиметров 5, пускай будет у меня 5 сантиметров от центра полочки. И вот это у меня будет, вот так я сейчас соединю. Это у меня будет лацкан, ой, простите. Смотрите, вот оно у меня будет полузанос, плюс 3 сантиметра. Рисую грубо, я себе потом перерисую, когда буду шить, но и жирно, да, чтобы было видно вам. И этот лацкан я хочу немножечко вот так вот еще немножко скруглить. Дальше, вот эта часть, ну, я, наверное, хочу, чтобы она была ровной. Поэтому я ее немножечко вот так приподнимаю. То есть не ровный, а прямой угол. И вот теперь у меня вот такая будет горловина. Сейчас я прям пожирнее выведу, какая она у меня останется. То есть и первый вариант, и второй вариант, и третий вариант, что я сейчас показала, все будет правильно, выбирать вам. И вообще вы эти цифры можете себе сами понавыдумывать, да, то есть какую хотите горловину, такую и стройте. У меня будет вот эта вот горловина. Я повторяюсь, у меня здесь немножко неаккуратно прорисовано. Я буду себе уже переводить на кальку, проверять свои данные перед тем, как уже шить, потому что здесь уже непонятно что. Главное, я показываю линии, где что, откуда, чего берется. Итак, на сегодня я закончила. Все, что я запланировала, все вам показала. То есть это дополнительная свобода. Мы прибавили дополнительную свободу, рассчитали, прорисовали выточки, немного изменили горловину. Что касается ваших взглядов, ваших желаний, вы можете добавить или убрать и прибавку на свободу, и выточки немножко изменить, если вам так хочется, и изменить горловину. То есть горловина не только может вот такая быть, но и вот такая, и вот такая. Может быть, вы захотите круглую, то есть это ваше дело. Но то, что от перегиба лацкана вот эта линия должна отходить, это точно, это 100%. Должна отходить хотя бы на 1,5 сантиметра. Хотя бы. Можно сделать и дальше. То есть это уже будет даже красивее. Что касается рельефов, я думаю, что это будет отдельная часть, отдельное видео. Я думаю, что это будет 6-я уже часть. Почему? Потому что хотела ее немножко сдвинуть, эту тему, но все-таки решила, что выточку
мы с вами с выточкой поиграем сегодня. Я сейчас, у меня здесь уже немножко так, не совсем чисто, я сейчас на кальку перенесу уже за кадром свою полочку и покажу, как можно, куда можно, как можно перенести нашу нагрудную выточку и делать с ней что угодно. Итак, я копирую полочку. Итак, я откопировала нашу полочку и сразу ее вырезала, чтобы мне ничего не мешало. Смотрите, что я откопировала. Линию бедер, линию талии, нашу нагрудную выточку, я талиевую выточку не беру во внимание. Горловину, лацкан, центр полочки и центр, то есть линия перегиба лацкана. Сейчас мы с вами можем вот так вот согнуть лацкан по линии перегиба лацкана и посмотреть, какой у нас будет в результате лацкан. То есть вы его сейчас можете еще видоизменить. Смотрите, вот у меня идет вот эта прибавка на полузанос. И мы сейчас смотрим, отгибаем лацкан и смотрим. Мы можем вполне сделать эту линию прямой, и вот такой у нас получится лацкан. В принципе, такой замечательный и аккуратный. Мы можем оставить его так. И по нему мы уже можем сделать горловину. Пока я оставляю так, как я прорисовала, потому что сейчас речь не об этом, а о нагрудной выточке. Как, куда и зачем ее нужно или можно переносить. Итак, для начала я просто вырежу раствор выточки. Сначала, смотрите, я убирала от центра 3 сантиметра, я ее восстановлю. Для того, чтобы переносить выточку, нам нужно высшая точка груди у нас должна быть на своем месте. Значит, я сейчас прорисовываю свою выточку. И теперь я ее вырезаю, чтобы мне было удобно. А теперь смотрите, нашу выточку мы можем перенести просто куда нам угодно. То есть мы можем ее перенести в линию проймы. Мы можем ее перенести выше в линию проймы. Мы можем ее перенести в линию плеча. Кстати, в линию плеча можно сюда, сюда, сюда. Неважно, я вот так сделаю по центру. Мы можем ее перенести вот так в горловину. Вот так в центр переда. Да, то есть, но здесь тогда будет отдельно пришиваться воротничок. То есть вот этот лацкан. Если, допустим, лацкана нет, мы можем ее переносить. То есть, если, допустим, это не жакет, а какое-то другое изделие, да, мы можем ее перенести ровно в центр, либо вот так в центр переда. Я веду до центра переда. Вот так ровно в центр переда. Или чуть-чуть ниже. Это уже вообще просто вот как хотите, так и воротите. Вот сюда вниз до центра переда. Вниз, может быть, соединить с выточкой талиевой. Тоже вполне можно. Можно сделать вот какой-то вот такой рельеф. Я уже показывала, я делала какие-то кофточки, уже не помню. Можно вот так вот ниже линии бедра. Можно между линией бедра и линией талии. Можно чуть-чуть ниже линии талии. Можно чуть-чуть выше линии талии. То есть вот все вот эти линии будут правильными. Можно еще куда-то вот так вот дополнять, и все эти линии будут правильными. И еще я хочу дополнить эту тему. Значит, смотрите, мне одна клиентка, то есть одна подписчица написала, что если она строит выточку в плечевом шве, у нее раствор выточки вот здесь 13,5 сантиметров. По факту у нее разница между длиной спинки и полочки 6 сантиметров, как у меня. Но когда она строит, то есть шьет изделие, она еще забирает выточку, и получается у нее выточка, раствор вот здесь 10 сантиметров. Что хочу сказать. Либо неправильно сняты мерки, потому что если у нее разница 6 сантиметров, то здесь никак не может быть 13,5. Здесь будет примерно 11,5. Может быть даже 10,5, 11,5. Вот так вот, да. Если
допустим, разница 6 сантиметров, но при этом, когда вы шьете себе изделие, и вам хочется еще забрать еще 4, то есть получается 10 сантиметров, что это значит? Либо вы неправильно сняли мерки, это раз, либо у вас неправильный бюстгальтер, это два. При большой груди это вполне может быть. Почему? Потому что когда большая грудь и неправильный бюстгальтер, вот давайте представим, вот она грудь у нас внизу, и вот здесь у нас получается такая вот выемка, ямка. И нам, когда мы что-то надеваем, она у нас здесь натягивается и собирается вот так вот в сборку, складку, не знаю, вот так вот в пузырь какой-то, да, и нам хочется вот это вот убрать. И это не значит, что вы неправильно сняли мерки, а значит просто вам нужно поменять белье, поменять бюстгальтер. Тут нужно, наверное, 1000 раз все перемерить и все равно сшить макет, и уже после того, как вы внесете, то есть с правильным бельем, вы шьете макет, вносите какие-то изменения, дополнения и уже переносите эти изменения на вашу выкройку и оставляете ее как базу. Ну или хотя бы приближенную к базе, потому что, ну все-таки макет, если вы строите макет прям по фигуре, это уже и есть ваша база. У меня, кстати, есть знакомая как раз вот с такой проблемой. У нее большая тяжелая грудь. На самом деле большая тяжелая грудь, хотя она сама по себе не слишком большая. А грудь у нее действительно большая. И она очень долгое время носила неправильное белье. То есть белье у нее было действительно по размеру, то есть большое. Но, знаете, вот как раньше шили, прям очень-очень давным-давно, без косточек, вот это вот бесформенное белье. Но когда мы как-то с ней были где-то, по-моему, на Черном море мы с ней были, не помню какой город или что где, но в общем мы как-то с ней пошли в магазин на отдыхе и подобрали ей белье. На самом деле правильное белье дает, во-первых, форму, это красивые линии, это комфорт, и это без всяких вот этих вот, понимаете, трамплинчиков вот этих, без всяких. То есть, когда мы ей надели это белье, она прям преобразилась. Поэтому будьте внимательны при выборе белья. Когда вы строите себе базу, да и вообще что-то шьете, да и вообще, в принципе, для своего комфорта и красоты покупайте правильное белье. Итак, мы с вами немного разобрали одну из проблем, почему не садится выточка. И давайте теперь перейдем к нашей основной теме. Я уже сказала, да, я уже здесь заранее разрезала. Мы можем перенести выточку вот сюда. Но я, допустим, этого делать не хочу. Вот эта выточка неудобна. Я почему изначально такую выточку не строю? А зачем ее строить, если я в основном переношу ее куда-то в другие места? То есть я не вижу смысла здесь строить выточку по базе. Потому что если, допустим, мы оставляем вот эту выточку, я шила так не один раз, ну, раза 3 точно, и мне не понравилось. Мне не понравилось сшивать такую выточку, потому что она идет, она, во-первых, длинная, несмотря на то, что здесь можно немножечко укоротить, она длинная, она широкая, раствор большой. И вот эта линия, она идет и не по косой, и не по прямой. И ее неудобно сшивать. Вот, поэтому в основном вот даже вот эту выточку удобнее сшивать, чем вот эту. Я не знаю почему, но мне вот не понравилось. Да, 2 или 3 раза я ее шила, мне не понравилось. Вот лучше французскую выточку, и то она будет удобнее сшиваться и выглядит намного симпатичнее. И да, тоже можно, в принципе, вот так вот центр, допустим, отложить 2-3 сантиметра от центра, да, и, допустим, вот здесь у нас будет начинаться выточка, и очень даже сядет хорошо. Это, кстати, тоже зависит, сколько вы отложите от центра, зависит от вашей груди. Кстати, я еще хотела немного о выточке, о том, если, допустим, вы сделали выточку по своим размерам, но когда вы будете сшивать, допустим, вы не хотите здесь ничего менять, выточка вам нравится, но где-то здесь еще излишек, вы вполне можете сделать небольшую выточку в пройме, вполне можно, ну, 1-2 сантиметра раствор, это будет, ну, лишнее, если вам очень надо, прям вот лишнее убрать, можно, в принципе, и так сделать. Да, 2 выточки, это тоже нормально. Они у вас будут не прям в центре заканчиваться, а где-то вот здесь. Что я буду делать? Вернусь к тому, да, что я буду делать. Я сейчас немножечко здесь вот порежу
себе клейкую штучку, чтобы мне было удобно. Вот здесь я закрываю выточку опять. Я ее разрезала не для того, чтобы ей воспользоваться, а для того, чтобы вам просто показать. Теперь я хочу выбрать для себя, какую выточку я выберу для своего изделия. Дело в том, что чтобы выточка хорошо сшивалась, она должна быть либо по долевой, либо по поперечной ровно, либо по косой, строго по косой. Иначе, ну, она будет немножко кривовата. Если ткань стабильная, то отлично. Если ткань нестабильная, то будет тяжеловато. Особенно для новичков. Поэтому я беру линеечку, где у меня есть транспортир. Вот так вот видно, да? Вот он у меня центр. Вот так прямой угол. Я прикладываю центр к высшей точке груди. И вот так вот она у меня идет параллельно линии талии. И смотрите, так не видно, но вот она у меня идет косая. И получается, что вот эта линия у меня будет идти по косой. Я ее сейчас выделю. И, значит, эту выточку я и оставлю, чтобы она у меня шла по косой. То есть, чтобы она у меня удобно сшивалась. Я ее сейчас разрезаю. Но учтите, чем ниже вы опускаетесь вот этот вот центр выточки, тем больше вам нужно ткани. Видите, у меня уходит куда? То есть для ширины ткани дополнительно. Если мы ниже отрежем, у нас еще больше сюда уйдет. Вот настолько сюда вот уйдет, да? То есть нужно будет еще больше ткани, ширины. Но меня это не пугает, поэтому я все-таки оставляю вот эту линию, вот эту выточку. Итак, для себя я нашла идеальное расположение нагрудной выточки. Вы же можете ее перенести в любое другое место. Но если вы новичок, я советую брать такое расположение, которое можно легко сшивать. То есть это либо поперечная, либо долевая, легко вышивается, чтобы не тянулась ткань, либо по косой. Если ткань стабильная, то есть она не рыхлая, не как-то там тянучая какая-то, то можно брать любое место. Но вообще для новичка я советую вот такие вот моменты, да. Значит, я для себя нашла, я повторяюсь, я оставлю такую. Сейчас я еще раз перенесу свою выкройку полностью на чистый лист бумаги, для того, чтобы мы с вами в следующий раз уже говорили о рельефах. Но, конечно, не просто говорили, мы с вами будем строить рельефы, переводить, переносить, моделировать, то есть мы будем с вами играть с линиями. Ну а на сегодня я с вами прощаюсь, обязательно просмотрите предыдущие видео, обязательно дождитесь следующие, ну и на сегодня всем пока!